Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом вкуснейших пирожков с мясом в духовке. Готовлю на дрожжевом тесте с одним секретным ингредиентом, благодаря чему оно получается более пышное, воздушное и долго не черствеет. А начинка здесь просто великолепная. С отварным сердцем, мясом и жареным луком. Она получается такая сочная. Такие пирожки разлетаются просто в один миг. Они нравятся всем. Для приготовления теста мне понадобится сначала разведу дрожжи. В молоко вливаю кипяток, перемешиваю. Температура жидкости должна получиться примерно 38 градусов. Опустите палец в молоко. Если оно теплее температуры тела, значит примерно получается 37-38 градусов. То, что надо для теста. Всыпаю сахар и добавляю дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставляю постоять минут на 5-7, чтобы дрожжи подошли. Просеиваю в миску муку, но не всю. Часть оставлю, буду добавлять ее постепенно. Добавляю соль, перемешиваю. Вливаю в муку подошедшие дрожжи. Начинаю замешивать тесто. Сначала лопаткой. И теперь пришло время добавить один секретный ингредиент. Это уксус. Добавляю 1 столовую ложку яблочного уксуса. Добавление уксуса в дрожжевое тесто способствует увеличению объема и воздушности выпечки. Перемешиваю. Уксус реагирует с дрожжами, ускоряя их активацию и обеспечивая более интенсивное брожение. Выпечка из этого теста получается более легкая и воздушная. Теперь лопатку убираю. Дальше тесто буду замешивать руками. Я добавляю всю оставшуюся муку и вымешиваю тесто. Сейчас как будто тесто получается немного тугое, но я буду в него вмешивать еще мягкое сливочное масло. Добавляю в 2 приема. Сейчас тесто вобрало в себя всю муку, и я перехожу к замесу на столе. Добавляю оставшееся сливочное масло и хорошо его вмешиваю. Видите, сейчас тесто как будто никак не объединится, оно рвется. Но помесите его примерно 10 минут, и вы увидите, какое эластичное оно будет. Конечно, не обязательно вымешивать тесто руками. Вы это можете сделать и в планетарном миксере. Вот такое шикарное тесто получилось. Оно очень нежное и мягкое. Подкатываю его в шар. Перекладываю в миску, смазанную растительным маслом, без запаха. Закрываю миску пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно минут на 40-50. Я буду делать 2 обменки. Для приготовления мясной начинки мне понадобится Для моего рецепта я использую отварные свиные сердца и немного свинины. Сердце разрезаю на кусочки и также разрезаю мясо. Я взяла такой достаточно жирный кусочек мяса, так как сердце довольно постное, не жирное. Я все отваривала в чуть подсоленной воде и добавила также в воду луковицу и морковку. Все измельчаю в мясорубке. Мелко порежу 2 крупные луковицы. Я использую много лука, он придаст сочность начинке. Обжаривать его буду до золотистого цвета на смеси растительного и сливочного масла. Лук немного солю. Лук обжарился. Сразу отправляю его к мясу. Добавляю по вкусу соль, перец. И также я добавлю немного орегано и чайную ложку сушеного чеснока. Конечно, все специи добавляйте по своему вкусу. Вливаю немного бульона и хорошо все перемешиваю. Начинка должна получиться сочная, не сухая, поэтому при необходимости добавляйте еще бульон. Ну и, конечно, пробуйте все на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. Начинка готова. Она получилась такая сочная, очень вкусная. Вообще обожаю начинку с сердцем.
Закрываю миску пленкой, чтобы начинка не заветривалась. У меня прошло примерно 40 минут. Тесто вот так уже хорошо подошло. Я его немного обминаю. Оно такое нежное, буквально пищит под руками. Снова перекладываю в миску и отправлю на расстойку еще примерно минут на 30. Второй раз тесто подходит очень быстро. Буквально за полчаса тесто великолепно подошло. Достаю его из миски. Разделю на 18 равных частей. Каждая примерно по 55 граммов. Я буду делить при помощи весов. Все кусочки теста подкатываю в шар. Накрываю тесто сверху пленкой и оставляю постоять примерно минут на 5. Леплю пирожки. Рабочую поверхность я слегка смазываю растительным маслом, без запаха. Беру кусочек теста, переворачиваю его дном вверх. Можно расплющить тесто руками, можно раскатать скалкой. В небольшую такую лепешку не надо раскатывать тесто слишком тонко, чтобы пирожки получились пышные. На середину выкладываю начинку, полную столовую ложку и скрепляю пирожок. Хорошо защипываю, подворачиваю шовчик. Вот эти уголки можно также подвернуть, тогда пирожки будут такие более округлые. Я этого делать не буду, хочу, чтобы пирожки получились такими острыми ушками. Сформованный пирожок я перекладываю на противень, который я выстелила пергаментной бумагой. Я выкладываю на небольшом расстоянии друг от друга. Я хочу, чтобы они у меня все поместились на противне на одном. И сразу же я их прикрываю пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Я сформовала все пирожки. Закрываю их пленкой и оставляю на расстойке примерно на 20 минут. Пирожки уже вот так замечательно подошли. Я их сверху смажу желтком и молоком. Обязательно смазке надо дать время подсохнуть. Поэтому я оставлю пирожки со смазкой на столе примерно еще минут на 5. Хорошо промазываю пирожки сверху и по бокам. Обязательно давайте смазке подсохнуть. Тогда пирожки получаются такие очень глянцевые. И отправляю пирожки выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Вот такие потрясающе красивые румяные пирожки получились. И сверху я их сразу смажу растопленным сливочным маслом. Тогда тесто станет еще более вкусное, а сами пирожки будут такие блестящие, очень красивые. Пирожки получаются такие пышные, воздушные, очень мягкие. И здесь просто шикарное тесто, которое долго не черствеет. Такие пирожки разлетаются просто в один миг. Они нравятся всем. Обязательно их приготовьте и попробуйте.